Рад приветствовать всех зрителей на канале со всевозможными распаковками, обзорами, платой и радиодеталей. В этом выпуске у нас будет несколько распаковочек, посылочек от зрителей канала. Кто еще не подписан, рекомендую подписаться. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Первая посылочка у нас будет от подписчика Василий Васильевич, место Снятин. Так, поехали открывать. Такая по весу не сильно тяжелая. Возможно, будет много позиций теоретически. Пока просто предполагаю. Так. А может и нет. Реквизиты и все. Так, что у нас в пакете? Я так понимаю, тут, наверное, срезка. Резисторы, разъемы, кнопки, галетники. Ну, такая срезка. Хорошая, скажем. Средняя. Разъемы такие. Такая крупняковая, короче, срезка. Так. Забираем ее с коробки. Ставим ее на закуску. Так, и коробка. И коробочка. Так. Подготовлено все неплохо. Как бы не то, чтобы неплохо. Замечательно подготовлено. Образцовая посылочка. В принципе, немного, да, но сделано классно. То есть в глаз сразу бросается, что это подготовлено правильно. Ну, имеется в виду немного позиций. Я предполагал, что будет больше. Но получилось позиций так, умеренно, скажем так. Ну, все, в принципе. Это что такое прилипло? Может, что-то ценное, не знаю, как-то оно так подозрительно. Нет, тут ничего. Не, мало ли, лучше проверить, конечно. Игнорировать нельзя. Так, пишем. Посылка номер 1. Я так понимаю, она будет быстрая. Это чисто разогрев. Так, стекло. 7 грамм написано. Что пакет такой тяжелый. Короче, 8. 12 гривен. Так. Микрушка желтая. По идее, вся кусаная, да. Минский завод. Ну, тут вся гамма там, короче, она. 144 грамма. Ну, тут да. Тут реально 144. Диоды на вес с резьбой. Так, диоды записали. Так, что у нас дальше? Диод 226, 80-й год, 80-й, 84-й. По годам все четко. 19 грамм. Тут больше, чем 19 грамм. Короче, 20 гривен пишем. Так. С диодами разобрались. Один 602 транзистор. Пишем 65. Так. Потом у нас 8 штук. Кстати, они все вскрытые. Все скрытые. 808, 808, 808. Короче, 8 штук. 50, 540. Так, с этими тоже разобрались. 3 грамма. Больше пакет. Ну, бумажка. Ну, бумажка еще просто вес какой-то имеет. Короче, 3,5 на 0,7. Это диод 814. Потом 5 штучек 602 белых. 5 же 5. Так, пишем 5 на 40. Затем у нас идет белая 17 грамм. Пишем 17 умножить на 0,35. Это белая. Потом КМ-ка 34 грамма. Так, 34. 34 у нас с пакетом и с бумажкой. 34, 34.
30. А, тут исправлено он. Перечеркнуто. Наверное, все-таки, скорее всего, 33. 33 умножить на 54. Затем, так, индекс какой тут, маркировка. М1500. 3 грамма. Ну, тут, конечно, чересчур не 3. Давайте я все-таки ее без пакета взвешу. Мне вот интересно, насколько погрешность. Все зависит от того, на каких весах взвешивали. А тут у нас как бы на секундочку. 4,5. 5,09. Ну, как бы не 3 грамма точно. Сейчас я ее смету, потом посмотрим, как оно. Ну, мне кажется, реально. Так, 4,55 умножить на 70 М1500. Так, по нулям. Все четко. Ну, видно, может, весы такие просто. Ну, в любом случае, мне как бы вес этот не особо интересен, который здесь написан. В том плане, что в любом случае перевешиваем контрольные. Так, это у нас пустыши. Все, пустые, вскрытые. Оно видно даже прям через пакет, что кристалл полностью белый. Тут только раз, два, три. Половина только на вес. Ну, так не будем их выбирать. В принципе, в пол веса, короче. То есть получается, короче, 70 умножить на 0,16. Половина идут, половина в срезку. Так. И остается самая, скажем, такая крупная позиция. 84 штуки. Пишем 84 умножить на 50. Все правильно, все же одинаковые. Все одинаковые. 84 штучки. Так. Все. Так, это есть. Коротко, быстро и ясно. Сейчас подбиваем посылочку номер 1. Она у нас очень рекордно быстрая получилась. Ну, потому что сделано все правильно, в принципе. Аккуратно. Вот. С надписями, в кулечках, все четко. Подбиваем посылочку номер 1 и переходим к посылочку номер 2. Скорее всего, выпуск будет не сильно длинный, но, в принципе, я и не планировал сильно длинный делать в этот раз. Предыдущий был почти 1,5 часа. Этот получится, наверное, меньше часа, как бы. Конечно, хочется всегда делать длинные, и зрителям, конечно, хочется, чтобы всегда были длинные выпуски, но не всегда это реально, поэтому стараемся делать по максимуму. Общая сумма по посылочке номер 1 у нас получается 7760 гривен. И переходим ко второй. Коробка, конечно, нестандартная. Не получится у меня, наверное, ее на стол. От подписчика Александр Владимирович, село Гнедин. Так, коробка очень длинная, видите, прям аж чересчур. Сейчас попробую ее, конечно, как-то умастить. Вот она четко, метровая почти, может и метровая, где-то 800, почти метр, короче, в длину. Не совсем она удобная. И в ней так оно туда-сюда переездит по коробке. Немного оно... тут, короче, тяжелый металл. Блин, срезку с предыдущего видео, с предыдущего распаковки я очень сильно извиняюсь. Мы сейчас взвесим. Оно как раз нам кстати. Почему? Потому что здесь металл. Будем взвешивать металл, и заодно срезку я допишу то, что пропустил. Так, латунь рядом со срезкой ставлю, чтобы не забыть. Бывает такое. Бывает, какую-то мелочь могу пропустить. Я извиняюсь, конечно, но, скажем, я не робот. Был бы я роботом, я бы не забыл. Так, это на краек ложим. Это у нас срезка. Так, кстати, тоже такая, ничего такая срезка. КСОХа, трубчатый он там даже болтаются. Такое, что-то можно и выбрать дополнительно, правильно. Даже диод, он, видите, есть. Такая неплохая, короче. Я выбирать ничего отсюда в любом случае не буду. Я срезку не трогаю. Так, я могу только ее показать, и все. Так, и медяха. Коробка прикольная, конечно.
нестандартная. Так. Коробку прибрали. У нас мелких позиций очень мало. Вот это, в принципе, и все, что есть. Разъем. Тут, скорее всего, тоже все, сейчас все в срезку пойдет. К сожалению. Что-то как-то очень быстро получилось все. Так. Года смотрим. РПП 2.48. РППГ 2.48. 77 года. 77 года это дешевые. Он еще маркировка. Он тут лучше видно. РППГ 2.48. Палладированные разъемы. Они 28 гривен, по-моему, разъем. Вот такие вот. Новые, по-моему, дороже. В районе. Короче, я их по 50 гривен напишу. Я не буду гадать. 50 гривен это 100% правильно. Скорее всего, даже больше, чем надо. Вот. Они после 82 года, если мне память не изменяет, идут дороже в 2 раза. А до 82 года они идут дешевле. Так получилось. Знаете, обычно наоборот. Чем старше, тем лучше. А тут как бы наоборот. Короче, пишу их 150 гривен. 150 гривен. 3 разъемчика. РПП 2.48. Один мостик. Один. 2 СП5 3. Это у нас 14 гривен. Так, есть. Потом у нас идет этошка. Этошка. Где маркировка? Маркировка вот тут была. Стерлась. Это 1. Пишем 25. Галетник. А вот еще, видите, одна. Вот так вот надо повнимательней быть. Еще одна штучка. Это срезка. Ну, посеребренные разъемы в алюминиевом корпусе. Сейчас мы ее... Ну, там еще есть как бы срезка, но я лучше ее отдельно, чтобы пакет не развязывать. 250X005. Это срезка. Срезка. Так, и вот тут что-то еще. Упаковано так, как будто это ценное что-то. Скорее всего. Да. Да. Прикольно. Я даже не думал, что здесь так много будет разного помещено. Ну, имеется в виду по позициям. Так, это КМыч. Это кто? КТ пластмасса подписанная. Замечательно. Так, 90 и 18. 108. КТ пластмассыч. Затем 4, 8, 12, 16, 20, 29. Это у нас кто? Это ушко просто обломанное. Потом 29 плюс 30. Короче, 30 плюс 30, 60, 75, 90, 105. Эти две с обломанными ногами. Получается, пусть будет 90, 105 и 90, 195 плюс 30, 225. Короче, напишем сразу вот так вот. 225 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, ой, 120. 120. Спешу, начинаю ошибки делать. Главное их вовремя исправлять. Так, баночку записали. И теперь КМ-ка. КМ-ку надо это самое раскидать. Ну, вот это вот, конечно, распаивать надо. Ну, надо было просто распаять их, и все, в принципе. Тут веса практически нет в них. Я напишу 5 гривен. Вот так вот, чисто символически. Ну, надо распаивать в таком виде, конечно. Лучше их не ложить. Так, оранжевые КМочки тут. Чуточка
чуточка. Общая группа оранжевая. Пишем 1,33 на 42. Так, есть. Так, теперь тарим пакетик. И закидываем сюда зеленую КМ-ку. Так, а кто-то мне уже звонит. Сейчас взвесим сразу. 12,65. 12,7. 12,7 на 54. Так, ну в общем, я и весы сразу взял. Пока лясы точил. Так, короче, это мы выключаем. КМ-ку я уже записал. И теперь поехали. В этой посылке у нас была, кстати, вот транзисторы. А ну сейчас промагнитим, чтобы нигде ничего не магнитилось. Так, немножко меди. Кило 480. Пишем 1,48 на 320. Затем срезка. Кило, короче, 50. 50. И латунька 4,850. 4,850 умножить на 190. Так, тут у нас все. Так, рисуем квадратик. Квадратик нарисовали. Откладываем латунь и ставим срезку с предыдущего видео. Опять сказал с предыдущего видео. С предыдущей посылочки, с предыдущей. 4200, короче. Это у нас получается 210 гривен. Вот так вот сюда плюсую. Плюс 210. Итого получается 7,970. Давайте вот так вот. 7,970. Это вот эта посылочка у нас. А эту мы сейчас будем подбивать. Так, срезку убрали. Весы убрали. Ничего нам больше не мешает. Остается только подсчитать общую сумму по посылочке номер 2. Можно было бы, конечно, сделать третью, но у меня уже, как говорится, таймер по времени впритык. В планах вообще было до получаса делать распаковку. Но так как если была бы третья, да, на очереди, она просто такая, скажем, там несколько посылок, да, идут следующие в очереди. Они такие, что не по времени, ну, много времени просто займут. Поэтому мы, может и немного, конечно, но рисковать не буду. Лучше я вовремя все сделаю, выложу, так как у меня, ну, то, что я оправдываюсь, это такое, а просто по времени реально не получается. Я почему это говорю, потому что реально многие рассчитывают посмотреть выпуск подлиннее, а я, бывает, так вот обламываю, делаю коротко, тем более еще и пятница, день перед выходными. Хотелось бы, конечно, подольше, да, кино посмотреть. Но, ну, где-то реально полчаса получается выпуск. Может, даже меньше, может, больше. Ну, просто пока я говорю, это уже тоже время. А разговор — это тоже действие. Поэтому подбиваем посылочку номер 2 и будем заканчивать выпуск. Возможно, еще что-нибудь в конце выпуска произойдет, да, чтобы рано никто не переключался. Сейчас сумма по посылочке номер 2 у нас получается 2880 гривен. И чтобы разрядить обстановку, скажем, ну, за счет того, что выпуск короткий получился, я еще раз извиняюсь, мы сделаем небольшой розыгрыш. Это фишка. Кто досмотрел до конца, многие могли уже, знаете, там отключиться, типа, может, кому не интересно стало, кто уже подумал, да, типа, все, уже конец, типа, и, ну, и все, и выключили. Такое тоже бывает, но в статистике, в настройках видео, в статистике показывает, кто докуда смотрит, там на каком моменте отключается, короче, оно все показывает. Поэтому, короче, сделаем небольшой розыгрыш, я надеюсь, он будет очень интересный. Первый лот у нас будет отвертка, второй лот у нас будет ручка. Шучу. Короче, так, ладно, то я уже, конечно, зашутился немного. Короче, первый лот у нас будет, ну, они, в принципе, ну, где-то, ну, относительно лоты равноценные. Короче, отвертка
плоскогубцы. Плоскогубцы это не вот эти, которыми я пользуюсь. Это именно новые плоскогубцы. Так, одну секунду, кто-то названивает. Продолжаем. Короче, первый лот. Так, второй надо пока припрятать. Сначала первый презентуем. Короче, новая отвертка, новые плоскогубцы. Тиски не новые, но они очень даже бодрые. Очень бодрые, все работает, все крутится. Ну, для хозяйства они маленькие, просто их можно вот так вот приколхозили, так поставили, и можно что-то зажимать. Я думаю, что у многих как бы тиски есть, а возможно у кого-то из зрителей нет тисков. Маленьких имеется в виду, ну как минимум, да, и они были бы очень даже кстати, там, разбирать что-то, ковырять, короче, вот плоскогубцы, отвертка и тиски, это уже очень даже небольшой такой маленький инструментальный комплектик. Короче, это у нас лот номер один. Второй лот более такой, скажем, тонкий. Я думал, увидел, думаю, сделаем такой лот. Вот такая вот призмочка небольшая, интересная. Очень такой даже интересный инструмент для тех, кто знает. Очень, я думаю, будет кстати. Маленькая призмочка и набор, вот такой вот большой набор щупов от 0,05 миллиметров, ну 5 соток, от 5 соток до 1 миллиметра. Вот, от 1 и пошли. 5 соток, щупы, короче. Очень даже интересная штука. Говорю сразу, победителям лотов я доставку оплачиваю, я оплатить ничего не надо будет. Я и лот отправляю, и оплачиваю доставку. Это не то, что, знаете, когда человек лот выигрывает и потом платит за доставку, это уже, знаете, это как полурозыгрыш получается. А мы делаем полноценный, короче. Вот такие вот щупы. То есть тут больше, скажем, лот для разборщика, а тут, скажем, больше уже лот для мастера. Короче, 2 лота таких разнообразных получились. Надеюсь, я надеюсь, лоты нравятся всем зрителям. Если кому-то не нравится, напишите в комментарии, я обязательно отреагирую и возьму на заметку. Какие условия для, скажем, этого розыгрыша? Я, если честно, делаю так с наскока, и я не подумал. Я не подумал о том, какие будут загадки. Поэтому и как бы, в принципе, в посылках небольшой ассортимент был деталей. Поэтому я вот думаю, как это все дело усложнить. В принципе, кстати, вот через несколько выпусков назад я разыгрывал 4 мобильных телефона. И никто не отгадал, короче, правильный ответ. К сожалению. Ну, кстати, оно актуально. Если кто хочет, можете попробовать написать. Может, кто-то и угадает правильный ответ. Поэтому как мы будем делать? Как мы поступим с этими лотами? Я возьму в целом, просто возьму рандомную деталь по первому лоту, возьму рандомную деталь по второму лоту. Не с этих распаковок, а просто вот, скажем, просто случайную деталь возьму. И мы будем отгадывать с вами уже. Так, в общем, я подготовил вопросительные, скажем, эти самые позиции. Держать буду так как не обязательно, что оно большое, что я так держу. Это как бы усложняет, короче, загадку немного. И как и может быть что-то с этих посылок, так может быть и случайная деталь, как и совдеповская, как и импортная. То есть такое, скажем, по максимуму пытался усложнить. Поэтому сразу скажу, помимо того, что я усложнил, я немного даже облегчу. Эти детали не самые дешевые. То есть где-то начиная от, я не буду прям минимальный порог и максимальный порог буду говорить, но эти детали не дешевле, чем 5 гривен за единицу. То есть, если кто
ну, чтобы не усложнять сильно прям очень загадку, имеется в виду там не диод, там не пластиковый транзистор, там не микросхема, а от 5 гривен за единицу и выше. То есть может быть и 20, и 30, и 40, и 50, и 100 гривен за одну единицу. Но не менее чем 5. Потому что многие реально сразу, ну, сразу как это правильно сказать, исключаться из игры. Поэтому немного упростим. Ну, а так, в принципе, я надеюсь, что в этот же день и кто-нибудь уже какой-нибудь из лота выиграет. Короче, вот так вот оно получается. Сейчас я на паузу поставлю, сделаю отчет, чтобы потом в следующем видео, кто, если угадает, я просто покажу правильные ответы. Короче, все. Так, надеюсь, я нигде ничего не засветил. То есть, в принципе, все еще раз повторяю. Может быть, как и деталька с этих посылок, так и деталька не с этих посылок. Не дешевле 5 гривен за одну штучку. По размерам может быть от, скажем, ну, от и до. Ну, короче, то есть не очень мелкая. Тоже, кстати, небольшая подсказочка, не очень мелкая. Вот. И не очень крупная. Короче, вот в этих где-то рамках. Почему усложняю и упрощаю одновременно? Потому что ну, хотелось бы, чтобы уже сегодня, в день выхода выпуска, уже у нас и были победители. Все, по лотам разобрались, общую сумму я написал. Желаю всем зрителям хорошего, приятного просмотра, хороших, скажем, хорошего вам времяпровождения, отдыха и желаю вам продуктивных будущих выходных. Кому продуктивных, а кому побольше отдыха. Также желаю всем, скажем, кто проявит интерес к розыгрышу, всем желаю удачи в разгадке этой загадки. Не знаю, оно, как по мне, оно может показаться, знаете, таким детским каким-то вот этим вот розыгрыши эти. Ну, я думаю, что тем более пятница, зрители подустали, кому-то реально это, ну, кому-то реально это будет кстати, такие вещи. И поэтому я думаю, что ничего тут такого детского нет. Очень даже интересно, скажем, параллельно, да, параллельные детали, распаковка там и параллельно какой-нибудь такой типа как прикол, знаете, типа, ну, розыгрыш. Очень даже кстати, как по мне. С тем учетом, чтобы компенсировать короткий выпуск, тоже очень даже неплохой бонус. Кому-то, конечно, это не надо абсолютно. Пару раз, кстати, было такое, что ну, там зритель выиграл, да, лот. Списались в Телеграме, ну, человек пишет, типа, там не, мне он лот не нужен, мне чисто, говорит, было интересно, говорит, в прикол просто написать. Чисто, говорит, случайно написал и угадал. Вот, говорит, а лот мне не надо, типа, отдайте кому-нибудь другому. И лот просто уехал человеку, который второй угадал. Обычно в комментариях такой хаос, что это не то, что, знаете, кто-то правильно написал, и второй вот увидел, ага, значит, так же напишу. Никто ж не знает, просто все рандомно пишут, поэтому тут все честно, никаких, скажем, нет обманных ходов и тому подобное. Кстати, все предыдущие лоты я отправил всем, кто повыигрывал. Там, ну, несколько дней прошло, задержка была, потому что я просто по времени не успевал все это собрать, запаковать, поотправлять. То есть, поэтому сегодня только я поотправлял предыдущие все там фотики, там калькуляторы. Ну, так получилось, я извиняюсь, конечно. Я не могу прям там на следующий день, просто реально по времени не успеваю все это сделать. Ну и короче, я все, что я хотел, я зрителям сказал. Также хочу пожелать всем зрителям хорошего, мирного, тихого, спокойного вечера, тихой ночи. Желаю всего самого лучшего вам и вашим близким. Также не забывайте, кто по возможности еще не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Огромное всем спасибо за просмотр. Всем пока.